Ну что, друзья мои, я как-то продолжаю свою сагу о форсайтах бесконечную, 3-й серии. У меня есть шикарная цитата, я ее прочитаю даже. Наш любимый Питер Фрейхен, он тоже видел Нобеля, с ним разговаривал, и он о нем такое мнение вынес. Просто закачаешься. Всем привет! Это утренний отбор Дарвинского музея. В прошлых выпусках я рассказывала о приключениях Руаля Амундсена, о том, как связано это с нашей страной отчасти. И веду я все это к тому, почему же Руаль Амундсен отправился спасать своего злейшего врага Умберто Нобеля в 1928 году, и в результате этой последней своей экспедиции пропал без вести и, вероятно, погиб. Эта история очень сложная, обрастающая подробностями, параллельными историями. В нее вовлечено очень много известных людей, их судьбы. И я стараюсь по ходу своего повествования кого-то из них упоминать, ну, чтобы картина не была такой уж плоской, что как будто бы все просто от и до. На самом деле нет, тут все переплетается. Вот, например, в прошлом своем ролике я говорила о том, что в 1922 году Амундсен оставил свое деревянное судно МОД, вмерзшем в лед, и отправился покупать аэроплан. У вас могло создаться впечатление, что вот как раз тут в 22 году вот он попал в Норвегию, съездил за деньгами и увидел, что, оказывается, весь мир увлечен авиацией. На самом деле все было не так. И Амундсен давным-давно уже мечтал попробовать авиацию для разных работ в Арктике. Ну, в Арктике скорее, чем в Антарктике. И он утверждает в своей автобиографии, что уже в 1909 году у него была такая затея. Но это было еще преждевременно, и тогда еще эти летающие аппараты тяжелее воздуха, как их называли, были недостаточно дальнолетны, чтобы на них рассчитывать. Ну, не говоря уж о том, что они были из фанеры, вообще непонятно из чего. Однако уже для своей экспедиции на МОД он купил аэроплан под названием «Фарман», фирмы «Фарман». И случилось это в 1919, если не ошибаюсь, году. Однако о том, что Амундсен думает уже про аэропланы в Арктике, свидетельствовал тот факт, что российский летчик Ян Нагурский в 1914 году написал письмо Амундсену с просьбой проконсультировать его о способах выживания в Арктике и о том, какой бы самолет он аэроплан тогда еще, Амундсен посоветовал бы приобрести для использования в Арктике. Это нужно было для того, чтобы попробовать найти пропавшие экспедиции Седова и Брусилова. Я про них рассказывала в ролике про 2 капитанов. Если вы помните, в 1912 году эти экспедиции отправились Седова сразу к Северному полюсу, а Брусилова хотели пройти северо-восточным путем, но их отнесло на север. Ну, в общем, 2 года уже от них не было вестей, и русское гидрографическое управление поручило Нагурскому разработать этот вопрос, можно ли использовать аэроплан. И Нагурский, после того, как списался с Амундсеном, подготовил очень основательную записку, из которой следовало, что да, можно попробовать. Ему и поручили это сделать. Ян Иосифович Нагурский, поляк по национальности и военный пилот российской армии, был первым летчиком, который воспарил над Арктикой на аэроплане. Следуя совету Амундсена, он всегда брал с собой продовольствие на 10 дней, винтовку и лыжи. И с ними еще был ведь механик Кузнецов, которого не так просто было найти, потому что желающих отправиться в рискованную экспедицию не находилось. Во Франции тоже искали, но напрасно. Так вот, несмотря на то, что его аэроплан был перегружен, он все-таки не разгружал вот этот запас НЗ, именно по совету Амундсена. И самолет он выбрал «Фарман», тоже по совету Амундсена. Он специально ездил покупать его в Париж. Там его испытал, потом его разобрали, сложили в коробочки и по воде уже доставили, я думаю, в Архангельск. Но я не уверена. Там погрузили на судно экспедиционное и отправились на Новую Землю. Вот там его собрали и осуществлялись полеты. Всего 5 раз он вылетал, но никогда не приземлялся на льдины. И
Первыми летчиками, которые смогли это сделать, были, опять же, наши русские летчики Чухновский и Бабушкин. Они приземлялись на лед во время спасения экспедиции Нобеля, как раз в 1928 году. Вы чувствуете, как все пересекается? То есть Нагурский искал экспедицию Седова и Брусилова, а Бабушкин и Чухновский спасали Нобеля. И эти связи, они постоянно возникают. Мне уже иногда хочется вот вместо этой карты сделать вот эту карту, как в детективах делают, с красными ниточками от одного к другому, и тут была бы уже густая паутина. Небольшое отступление про Нагурского, просто про него невозможно не рассказать. Этот удивительный человек, к сожалению, не смог найти никаких следов экспедиции, ни одной, ни другой, но он сделал потрясающие выводы, очень разумные из своих этих полетов. И он изложил их в подробнейшем отчете. И все абсолютно его рекомендации были впоследствии исполнены. Например, он подтвердил догадку, предположение Амундсена о том, что удобно с аэроплана осуществлять ледовую разведку. Ведь зачем Амундсен купил аэроплан для мод? Чтобы он поднимался и смотрел, где разводье, и направлял уже судно туда, где льды ему не препятствуют. Вот, Нагурский это подтвердил. Второе. Когда он поднялся над новой землей, он сверил очертания береговых с карты и увидел много неточностей. То есть он предложил уточнять и делать новые карты сверху. Также он увидел, что в хорошую погоду прекрасно видны мели. И можно, глубину, конечно, нельзя понять, но мели можно отметить на картах. В конце концов, он предложил на самом северном острове Земли Франца Иосифа, на острове Рудольфа, сделать экспедиционную базу и аэродром, и уже оттуда совершать вылеты к Северному полюсу. И, наконец, он считал, что все аэропланы должны быть красного цвета, если они работают в Арктике. И вот это все буквально шаг за шагом и было осуществлено. В 1917 году Нагурский был сбит во время боевых действий и упал в Балтийское море. Он считался погибшим, и его матери в Польшу отправили соответствующее письмо. Однако после 2 часов в холодной воде его спасла, как ни странно, русская подводная лодка. Доставили его в госпиталь в Риге. Там он узнал, что мать его скончалась, и только немножко оправившись, он поехал в Польшу на похороны. Тут началась русско-польская война, и он уже не мог вернуться, но он скрыл свое воинское звание и стал заниматься какой-то сельской механизацией, чем-то сугубо мирным, чтобы не участвовать в военных действиях против России, которую он считал своей родиной. И о нем ничего не было известно. И в Большой советской энциклопедии было написано, что вот скончался он в 1917 году. Но в 50-е уже годы он присутствовал на докладе одного известного польского исследователя, который как раз и упоминал Нагурского, что, к сожалению, он погиб, а он так много сделал. И он потом подошел к нему и сказал: вот я Нагурский. И после этого его настигла слава и в Польше, и в СССР. И он поехал в СССР в 1956 году и встретился там со вдовой Седова, которого он разыскивал в 1914. Вот такие бывают завихрения в истории. Однако вернемся к Амундсену. Итак, он совершенно правильно посоветовал Нагурскому приобрести Фарман. И сам он тоже его купил. Однако тут была же Первая мировая война, и он пожертвовал этот самолет норвежскому правительству. И остался опять без аэроплана. А также Нагурскому было известно, как и всему миру, что в 1914 году Амундсен получил удостоверение пилота. И это было первое в Норвегии удостоверение гражданского пилота. То есть он собирался и сам тоже пилотировать аэропланы. Ну, потом мы возвращаемся к тому, что вам уже известно, что в 1922 году на деньги Стортинга, выделенные на ремонт его судна МОД, он взял и купил Юнкерс. И мне вот пришло в голову, что, может быть, он считал, что имеет на это право, потому что Фарман-то он подарил, поэтому почему бы теперь не купить взамен Юнкерс? Поэтому он, наверное, не сильно терзался сомнениями, когда решил именно так воспользоваться деньгами.
Амундсен в своей автобиографии утверждает, что уже тогда, в 1922 году, испытывая этот самый Юнкерс, он предполагал не достичь Северного полюса, который был уже тогда достигнут, а он хотел перелететь с материка на материк. Ну, в том случае с Аляски в Северную Европу. Ну, я не знаю, было ли так на самом деле, потому что книгу-то он писал уже постфактум. И вот в 1924 году, когда он был в полном отчаянии, в Нью-Йорке сидел в отеле почти без денег, его накрыло счастье. Позвонил ему Линкольн Элсворт и предложил спонсировать следующую экспедицию. Вот, собственно, на этом мы в прошлом ролике и остановились. Конечно, Амундсен был счастлив принять это предложение, и они отправились с Элсвортом выбирать самолеты. Решили, что это будет Дорньеваль. Дорньеваль это были немецкие самолеты, но после Первой мировой Германии было запрещено на ее территории строить такие серьезные машины, и поэтому их производили в Италии. И вот Амундсен с Элсвортом отправились в Рим на переговоры. Тогда они познакомились и с Нобелем, и с Муссолини, который с 1922 года был уже премьер-министром Италии. И тогда уже они могли почувствовать, что новый итальянский режим очень хочет присоседиться к полярным подвигам. Муссолини предложил им подарить третий гидроплан с условием, что экспедиция пройдет ну, как бы под итальянским флагом тоже. Конечно, это было отвергнуто. Ну и в итоге купили 2 гидроплана и перевезли их на Шпицберген. Еще Муссолини предлагал взять итальянцев в экипаже, что тоже было отвергнуто. Экипажи были уже сформированы. На одном Дорньевале должны были лететь Амундсен, Рисер Ларсен пилотом и Фейхт механиком, а на втором Элсворт, Дитриксон и Омдель. Дитриксон пилот, Омдель механик. И вот, когда они уже довольны и счастливые на Шпицбергене праздновали отвальную, Рисер Ларсен сообщил новость, что, оказывается, итальянское правительство собирается продать дирижабль номер 1, и вроде бы по сходной цене. Тут все ужасно обрадовались, потому что они понимали, что на дирижабле гораздо удобнее и до полюса, и через полюс, потому что дирижабль более грузоподъемный, и хотя менее управляемый, но он может взять на борт больше людей, больше топлива. И было бы здорово, конечно, на дирижабле попробовать, но они стоили бешеных денег. Дирижабли строили тогда в США, Германия, вот мы знаем Цепелины, Япония, если не ошибаюсь, и Италия. И США не просто даже строили дирижабли, а они тоже собирались на Северный полюс отправиться. Это не было каким-то таким изобретением. И уже стоял, так сказать, на приколе дирижабль, готовый отправиться к Северному полюсу, и Амундсен ужасно уже переживал, но тут случился сильный ветер, и дирижабль этот как-то немного повредился. И вот государственные мужи Соединенных Штатов посчитали и поняли, что машину за $2 миллиона, тех миллионов долларов, не стоит отправлять на Северный полюс, если эта машина даже от небольшого ветра так повреждена. Ну вот и дорога Амундсена была уже опять открыта. А они же видели этот дирижабль, Элсворт и Амундсен, когда были в Италии. Это небольшие полужесткие дирижабли. И спроектированы они были Нобелем. И этот дирижабль был уже очень и очень БУ. На нем было совершено неисчислимое множество полетов над Европой, и все успешные. И, в общем-то, как пишет Амундсен, если бы они знали, что дирижабль так доступен, они бы и даже не стали на аэропланах, на гидропланах никуда лететь. Но тут решили уже не отказываться от этой экспедиции и считать ее рекогносцировкой. Я сомневаюсь в этом. Мне кажется все-таки, что Амундсен лелеял надежду достичь Северного полюса. Я вам напомню, в какой обстановке все это происходит. Вся Норвегия ополчилась на Амундсена за то, что он растратил государственные деньги не на то, что нужно. Он весь в долгах, все его полощут его имя, клевещут. В прессе постоянно он в негативном контексте упоминается. И он, конечно, очень сердит на соотечественников, которые так быстро своего национального героя вот смешали с грязью.
И, может быть, для того, чтобы им отомстить, сохранить какую-то загадку, он отказался брать радио с собой. То есть никакой связи у них не было с Большой Землей. И вот два гидроплана со Шпицбергена отправляются в сторону полюса. Все газеты об этом пишут, все об этом знают. И потом от них нет вестей. Неделю нет вестей, 2 недели нет, 3 недели нету. Все уже начинают не на шутку беспокоиться, думают, не организовать ли уже экспедицию спасательную, рвут на себя волосы, думают, зачем мы были так жестоки с Амундсеном, наверное, он этого и добивался. Что ж произошло? Не долетев буквально 2 градусов до Северного полюса, у одного самолета отказал мотор, и они вынуждены были приводниться. К счастью, там была чистая вода. Только они приводнились, но один самолет, понятно уже, что его придется бросить, но тут эта полынья стала замерзать стремительно. И все 6 человек еле-еле выдрали изо льда второй гидроплан, чтобы не остаться тут вообще ни с чем. И дальше 24 дня они по много часов в день выравнивали себе взлетную полосу, чтобы попытаться без воды, а по льду, вот на этой лодке летающей, разогнаться и, может быть, взлететь и вернуться. Но это был их единственный шанс спастись. Продовольствие у них было на 3 недели, поэтому пайки были скромные. Но, тем не менее, чудом не разбившись о торосы, они смогли взлететь и уже не стали рисковать, двигаясь опять там, к Северному полюсу, а им бы добраться уже было до Земли. Развернулись, и спустя 24 дня появляется Амундсен, жив-здоров, невредим. И народ так был рад этой хорошей новости, что все живы, никто не погиб, что он вернулся. В общем, это был триумф. Амундсен потом сам удивлялся, почему это все так обрадовались и восприняли это возвращение как какую-то фантастическую победу. Но, тем не менее, он был вознагражден за все свои страдания, утешен, и в таком прекрасном настроении Амундсен и Элсворт стали готовить следующую экспедицию. Еще важная вещь. Пока там они 3 недели расчищали себе взлетную полосу, они занимались еще другими вещами. Например, они мерили глубину Северного Ледовитого океана только что изобретенным эхолотом. Вот, измерили ее. То есть это было полезно, конечно, для науки. Да, а вот еще интересная подробность. Действительно, вылетело 2 гидроплана, а вернулся только 1. А из второго гидроплана, прежде чем его бросить, перелили топливо в тот, который был здоровенький. И это мне немножко напомнило тактику обращения с ездовыми собаками. Это в духе Амундсена. Вскоре после возвращения Нобеле был вызван Амундсеном и Элсвортом в Норвегию, и прямо дома у Амундсена прошли первые переговоры. Всем было понятно, что Нобеле — это самая лучшая кандидатура на капитана воздушного судна. Это даже никто не обсуждал. А Нобель приехал подготовленный, и первым его предложением было вот что. Давайте итальянское правительство подарит вам дирижабль, но экспедиция состоится под итальянским флагом. Это было сразу же категорически отвергнуто. Стали говорить о цене. И оказалось, что дирижабль стоит в переводе на доллары $75 000. Элсворт готов был дать 100. Поэтому все ужасно обрадовались, что 25 000 осталось на другие нужды. Как я уже говорила, большие дирижабли стоили миллионы, а тут всего лишь 75 000. Большая удача. Потом стали обсуждать гонорар Нобеля. Он запросил 40 000 лир золотом. Окей, это было одобрено. И после этого Элсворт и Амундсен отправились в Рим, чтобы подписать купчую. И там они жили какое-то время, общались с Нобелем, с Муссолини, и тут начались какие-то первые странности, которые в конце концов привели к полному разрыву с Нобелем. С первых же шагов Нобель стал понемножку прибирать себе все больше и больше значения в этой экспедиции, не желая мириться с ролью нанятого пилота. Например, он
стал просить себе прибавку к гонорару. Он стал рассказывать, что вообще-то его собирались пригласить в Японию, а ему пришлось отказаться и потерять свою выгоду, поэтому давайте еще 15 тысяч золотых лир добавим. Ну хорошо, пришлось добавить, потому что отступать-то уже поздно. Потом он стал настаивать на том, чтобы его имя тоже стояло в названии экспедиции. То есть раньше это была Амундсена Элсворта, а теперь она Амундсена Элсворта Нобеля. И агент, который такой медиатор между Нобеле и Амундсеном, уговорил Амундсена согласиться, потому что у итальянцев, понимаете, национальное чувство гордости, там, ну, у них вот молодое государство, наконец-то у них какая-то своя государственная история началась. Я напоминаю, да, что и Италия, и Норвегия не были самостоятельными государствами много-много лет. Италия была, например, там, частью Австро-Венгерской империи. А тут, наконец, жизнь налаживается. Поэтому им очень важно, чтобы имя Нобеля тоже стояло в названии экспедиции. Ну, рассчитывали на то, что ну, потом все забудут это и будут называть ее все равно экспедицией Амундсена. Ну, кто такой Нобель? Ну, кто его знает? Никому не интересно. Пришлось и на это согласиться. А знаете, в этой книжке Амундсен описывает некоторые подробности, о которых он не писал в своей итоговой книге после самой экспедиции. Он пишет это для того, чтобы дать понять нам, что за человек был Нобель. Нобеля его ужасно бесил уже с самого начала. Это была какая-то несовместимость темпераментов северного и южного. Например, Амундсен описывает такой смешной эпизод. Они с Элсвортом решили, нет, с Рисер Ларсеном, вот, с Рисер Ларсеном они захотели поехать в Остию, к морю, и Нобель вызвался их на своей машине туда отвезти. Амундсен, между прочим, был очень высокого роста и крепкого телосложения, его называли последним викингом, а Рисер Ларсен был и того больше, он был настолько богатырского телосложения, что он не умещался на сиденье, поэтому сидел сзади один на двух. И вот эти, значит, здоровые такие дядьки страшно испугались, когда Нобель стал вести машину, потому что на каждом крутом повороте он вместо того, чтобы сбросить скорость, наоборот нажимал на педаль газа и, рискуя перевернуться, еле-еле вписывался в поворот. И Амундсен оглянулся на Рисер Ларсена и увидел, что этот храбрец и богатырь сидит, вцепившись просто побелевшими пальцами во все, что можно, и с такими вытаращенными глазами. И по-норвежски Амундсен сказал ему: мы не сделали ли ошибку, пригласив этого человека пилотировать наш дирижабль? Ну, худо-бедно доехали они до берега и уговорили Нобеля на обратной дороге так себя не вести. А Рисер Ларсен сказал: знаешь, дорогой Роальд, вот бывают люди, которые на земле очень нервно себя ведут, а вот в воздухе они, наоборот, чувствуя опасность, прям собираются, принимают правильные решения и совершенно спокойно. Ну, Амундсен поверил, подумал: ну ладно, хорошо, я в этом ничего не понимаю. Однако потом оказалось, что он был очень прав, Амундсен. Но был еще вот смешной эпизод. Кроме Нобеля было еще 5 итальянских механиков, которые, ну, как бы следовали за дирижаблем. То есть они его все время обслуживали, их решено было тоже включить в состав экспедиции. Дирижабль нужно было доставить на Шпицберген. Амундсена и Элсворта этот путь совершенно не интересовал, поэтому они отправились с поездом на место, чтобы там построить эллинг для этого дирижабля. А Нобель должен был провести его над всей Европой и туда же прибыть несколько позже. И, конечно, это превратилось в общенациональное торжество. Это был просто какой-то триумф древних императоров римских. Все было в цветах, полна площадь народу. И до этого Нобель предупредил всех норвежцев, норвежскую часть команды, чтобы они не брали с собой ничего лишнего, никаких специальных костюмов, каких-то личных вещей, потому что каждый грамм важен, дирижабль не должен быть перегружен. И поэтому норвежцы в своей обычной повседневной одежде взбирались в гондолу. Не то итальянцы. Оказалось, что для всех пошиты специальные костюмы. Все были в красивых кожаных полярных куртках. В общем, они всячески демонстрировали свою вот эту полярную тему экспедиции. Народ был в восторге.
Тем более Нобеля, при полном параде, он был тогда еще полковником, потом он стал генералом после этой экспедиции. И вот все это выглядело как итальянская полярная экспедиция. Но, к счастью, хоть дирижабль назывался «Норвегия», немножко напоминая о тех, кто вообще все это затеял. Весь этот путь над Европой превратился тоже в триумф Нобеля. Остановка была, между прочим, в Гатчине под Ленинградом. Об этом Амундсен и Элсворт заранее договорились. Они ездили специально в Ленинград, чтобы все это подготовить. В Гатчине был такой авиагородок, и там все было готово для приема дирижаблей. Несколько дней дирижабль там стоял, команда вся сошла на землю, и посещали Эрмитаж, потом было специальное заседание Академии наук в честь этой экспедиции. В общем, оказывали большие почести. Мало того, еще было загружено продовольствие, в общем, какие-то полезные предметы для экспедиции. Я точно не знаю, какие, но наша страна тоже очень помогла этой экспедиции. И кроме этого было достигнуто соглашение с метеостанциями на всем побережье нашей страны, чтобы они снабжали регулярными сведениями экспедицию, чтобы они понимали, где там какие ветра, туманы и так далее. И для этого даже производились специальные метеорологические исследования, специально для этой экспедиции. Интересно, что среди тех, кто вел эти переговоры, был и русский человек Геннадий Алонкин, я его упоминала в прошлом ролике, который служил переводчиком. И он тоже должен был отправиться потом вот в этот межконтинентальный полет. И еще там был один человек, Густав Амундсен, который племянник Амундсена, и именно он потом в отчете написал главу, посвященную пребыванию дирижабля в России. Тогда Нобель впервые оказался в СССР и тоже пользовался там большим интересом. Молодая Советская Республика тоже хотела дирижабли, хотя они еще и до революции уже были, их уже и при царском правительстве начали строить, но тут очень хотелось не отставать от прогрессивного человечества, поэтому очень Нобели интересовались. Ну вот настал день, когда Норвегия наконец-то отправилась в сторону Шпицбергена. И там буквально через несколько дней после того, как Норвегия оказалась на месте, назначен был вылет. Но Амундсен это описывает тоже как какую-то неудачу Нобеля, потому что он не мог решить, то ли сейчас вылетать, то ли позже, то ли когда, и ходил, махал руками. И, наконец, уже в последний момент решили, что да, все запрыгнули в гондолу. Густав Амундсен не успел запрыгнуть в гондолу, поэтому никуда не полетел. А Геннадий Алонкин, который должен был быть связистом, не полетел, потому что у него тут страшно разболелось ухо, у него началось воспаление. С больным ухом быть связистом невозможно. Поэтому его срочно заменил другой человек, норвежский. Но тоже до последнего момента не могли решить, брать его или нет, потому что вес имел большое значение. Например, из-за того, не взяли Бегоунека. Франтишек Бегоунек собирался в этой экспедиции участвовать, а потом Нобеля его с собой взял. Но Бегоунека не взяли, а Бегоунек, он хороший парень. Его в кино играет Висбор. Он нормальный чешский парень, он физик, и он должен был поехать, отправиться тоже. Но ему сказали, знаешь, мы можем взять твои приборы, снять там показания, тебе их передать. И это все. Этот прибор отдали Мальмгрену. И Фин Мальмгрен вел для себя всякие замеры и для Бегоунека. Ну, то есть, как говорится, в будущее возьмут не всех, но вот в этот раз не повезло. И дирижабль отправился. Ну, полет протекал достаточно ровно, и экспедиция очень даже благополучно, ну, не очень даже, ну, в общем, целой невредимой до Аляски добралась. Но Амундсен описывает всякие подробности, довольно забавные, как вел себя Нобель. Он страшно нервничал. Еще до того, как подняться в воздух, он потихонечку подходил к Рисару Ларсену и спрашивал, что будет, если вдруг придется высадиться на лед. Не бросят ли норвежцы итальянцев погибать, потому что итальянцы совершенно не приспособлены к таким условиям. Ну, Рисар Ларсен был, конечно, ошарашен, как ему такое в голову пришло, и успокоил, сказал, нет, нет, никогда, уж погибнем так все вместе. Но видно из всего, что Нобелю было очень страшно.
И несколько раз он неудачно поворачивал штурвал так, что дирижабль терял управление. И спасал все это дело Рисер Ларсен, который тоже прошел курс управления дирижаблями и соображал, как надо действовать. Но самый смешной момент был, когда пролетали над полюсом и договорились сбросить в этом месте норвежский и американский флаг. Но Нобеля уговорил, чтобы итальянский, хотя бы маленький, тоже сбросили. Ну, хорошо, ему сказали. Сначала норвежский, потом США, а уж потом Италия. Хорошо. Но надо было взять очень маленькие флаги, потому что, ну, вес. Поэтому все скромно. И Амундсен описывает, как они с Элсвортом достали свои флажки размером с носовой платок и скромно их опустили над Северным полюсом. И вдруг Нобель, как в мгновение волшебной палочки, достает откуда-то огромный итальянский флаг, как одеяло. Такой огромный, что они не могут выпихнуть его в люк, оно не пролезает. Уже Северный полюс остался позади, когда наконец вытолкали этот флаг. Он распластался и стал прилипать к дирижаблю и полз по нему. И все с ужасом видели, как он приближается к винтам, и думали, что все, сейчас все застрянет, и они рухнут здесь. К счастью, просто по случайности этого не произошло, и флаг этот где-то там опустился. Амундсен с Элсвортом были ошарашены, но они стали просто хохотать в голос над ним. Но Нобель сохранял серьезное лицо. Это было для него очень важно. Потом сообщили, конечно, что и Северного полюса достигли, и дальше долетели, и более-менее благополучно опустились, но, правда, немножко повредили там Норвегию, но ладно. Все равно Нобель молодец, посадку совершил. Все это было на Аляске, мало кто там знал об этой экспедиции, особенных никаких оваций ожидать не приходилось, ну и ладно. И вот недели две, наверное, жили в одном небольшом поселении. В это время Элсворт и Амундсен должны были срочно написать отчет и отправить его телеграфом в Нью-Йорк Таймс, потому что с Нью-Йорк Таймс они подписали контракт об эксклюзивном информировании обо всех этапах экспедиции, и отчет тоже сначала отправляют туда. И текст этого контракта опубликован в книжке тоже. И там черным по белому написано, что они не только пишут отчеты и вовремя отправляют, но отвечают за то, чтобы никто другой из членов экспедиции ничего никуда не сообщал больше. Что же случилось? Как только Нобель узнал, где находится телеграф в этом поселении, он туда отправился и начал писать во все итальянские газеты все, что он считал нужным. Это привело к ужасному скандалу между Амундсеном и Нью-Йорк Таймс, потому что условия контракта были нарушены. Я не знаю, как они это все замазали, что все-таки Нобель получил гонорар за эту всю информацию. Но Нобель получил крепкую выволочку за это и на какое-то время успокоился. Потом он совершал такие вроде бы мелкие, но очень много говорящие о человеке поступки. Например, он жил в одной квартире в домике с Рисер Ларсеном, по милости Рисер Ларсена, которому его знакомый тамошний, как ни странно, у него там был, предложил 2 комнаты. В одной был вид на море, а в другой нет. И Рисер Ларсен оставил свои вещи в комнате с видом на море. Ему, как норвежцу, было это очень приятно. Потом он пригласил к себе и Нобеля, который не знал, куда поселиться. Ну, Рисер Ларсен из вежливости его пригласил. И потом они пошли с Амундсеном в какой-то кабачок посидеть, поговорить. И когда Рисер Ларсен вернулся, он обнаружил, что вещи его вышвырнуты в другую комнату, а в его комнате отдыхает Нобель. Ну, суровый северный человек Рисер Ларсен промолчал, ничего не сказал и удовольствовался той комнатой, которая ему осталась. Я к чему это рассказываю? Что всякие мелкие, на первый взгляд, детали создают все-таки картину личности Умберто Нобеля. При всех его заслугах как инженера он был человек неуравновешенный, по всей видимости. И в отличие от Амундсена, который был, безусловно, честолюбив, Нобель был просто тщеславен. Он вел себя часто мальчишески и очень недостойно, ну не по-мужски. И Амундсену это очень не нравилось.
Но он и представить себе не мог, что вот этот жалкий, с его точки зрения, человек будет претендовать на славу этой экспедиции. Этого просто никто не ожидал. Это было как гром среди ясного неба. А именно это Нобель и собирался сделать. Причем он достигал этого любыми методами. Например, вот такой тоже был случай. Вся команда экспедиции должна была из этого небольшого поселения отправиться в Сиэтл на пароходике. Поскольку Нобель не велел брать с собой лишнюю одежду, то и Амундсен, и Элсворт, собственно, герои этой экспедиции, которые не только герои, они придумали, но и оплатили, извините, из собственных денег. Амундсен тоже и зарабатывал лекциями, и добывал у спонсоров, то есть там была его значительная финансовая доля в этой экспедиции. Вот эти два человека были в совершенно обычной повседневной одежде. Вот в этом маленьком поселении они пошли в рыбацкий магазин какой-то и купили себе, ну, по крайней мере, чистую, но очень простую одежду. И в таком виде они и взошли на палубу пароходика этого. А Нобель себе ни в чем не отказал. И когда они в Сиэтле выходили из кают уже на палубу, чтобы сойти в город, Амундсен и Элсворт с удивлением увидели, что Нобель в парадной военной форме. Вы знаете, что итальянцы вообще очень любят красивую форму, и поэтому полковник просто блистал, он был великолепен. И вы можете себе представить, когда люди в городе Сиэтле смотрят на кораблик, и они видят каких-то двух дядек, и вот этого красивого мужчину в парадной форме, кого они принимают за главу экспедиции? Так оно и случилось. Опустили трап, и вот они втроем спускаются, и им навстречу выпускают милую девочку с букетом цветов. Как вы думаете, кому она дарит этот букет? Конечно, Умберто Нобелю. И есть даже фотография, где девочка Нобеля, и у нее за спиной такой скромный Амундсен в фетровой какой-то кепочке, в твидовой. Ну, об этом что говорить, тут и так все понятно. Дальше началось еще хуже, потому что Нобеля в Сиэтле приветствовали с такой помпой, которая Амундсену и в Норвегии не снилась. Потому что Сиэтл — это город итальянской диаспоры. А в те годы итальянцев очень дискриминировали в США, и они с этим боролись. Вот у кого произошел там национальный подъем, так это у них. Они вообще не видели никакого ни Амундсена, ни Элсворта, тем более. Для них существовал только Нобель. Поэтому именно его возвращение было буквально триумфальным. И пока они через всю Америку добрались в Европу, уже и радость-то поостыла. И когда Амундсен вернулся в Норвегию, уже не было такого воодушевления. То есть он своего триумфа в полной мере и не получил. Но хуже всего было не это, а то, что Нобель разъезжал с лекциями об этой экспедиции и сообщал всем, что идея ее принадлежит великому дуче Муссолини, и что это вообще итальянский проект, а Амундсен вообще был пассажиром, он просто сидел на табуреточке весь полет, и от него ничего не зависело. Амундсен сам рассчитывал поехать с лекционным туром по Соединенным Штатам и заработать денег, потому что их всегда не хватало. А тут он уже ехал по следам Нобеля, и никто особенно ему не радовался, ни ему, ни Элсворту. Все было очень спокойно и буднично. А Амундсен действительно просидел весь полет на табуреточке. Но не потому, что ему делать было нечего, а потому что его задача была сидеть и наблюдать. У всех остальных были свои технические задачи, а Амундсен, как глава экспедиции, он должен был смотреть, нет ли какой-то земли неоткрытой, каких-то там аномалий внизу, то есть он должен был быть глазами экспедиции. Вторая причина, почему он сидел, а не стоял, как все остальные, потому что табуреточка была одна единственная, там в дирижабле не рассядешься особенно. Он был болен. У него было серьезное онкологическое заболевание, он от него лечился в Америке. Конечно, он это не афишировал, никому не рассказывал. И в своей автобиографической книге, которую он написал в 26-м году, в конце 26-го и издал в 27-м, он бодрится и пишет, что он готов состязаться с 25-летними. Такой он крепкий и молодец. Но на самом деле все было не так блестяще. В общем, Нобель вел себя некрасиво. Амундсен не мог этого вытерпеть. Он вступал с ним в перепалки. Одни газеты публиковали выпады Нобеля, другие — ответ Амундсена. И это все перерастало в отвратительный международный скандал. Амундсен называл Нобеля представителем полутропической расы.
и плохо отзывался об итальянцах вообще. В то время как отношения Норвегии и Италии, ну, вообще-то были нормальными, потому что, например, Италия первой признала Шпицберген принадлежащим Норвегии. Это была спорная территория, вообще-то. Вот. В конце концов, все это вылилось в какую-то склоку и уже стало напоминать скандал между Куком и Пири, которые спорили за открытие, за достижение Северного полюса, ну, там, примерно десятилетием раньше. И потом начали Амундсена упрекать в том, что он просто из зависти вот унижает молодого и талантливого исследователя. Амундсену это все было очень обидно, потому что он не мог всему миру рассказать то, что он потом написал в своей книге «Кто такой Нобель?». И вот он был очень этим подавлен. И его последняя, как он считал, экспедиция принесла ему разочарование, а он решил уже завершить свою карьеру полярного исследователя. И как-то он поговорил с Нансеном на эту тему, всю свою горечь излил, и Нансен ему посоветовал написать отдельную книгу, объясняющую вот все спорные ситуации в его жизни. Потому что ему надо было объясниться и с англичанами, и за северо-западный проход, и за Южный полюс, и с итальянцами по поводу Нобеля. Ему нужно было это все излить. И он написал эту книгу, которая оказалась настолько желчной, что не исправила положение, а наоборот ухудшила его. И Амундсен, в общем-то, был таким, не таким уж прям национальным героем, как он того, возможно, заслуживал. Он был подзабыт уже, и так из вежливости к нему обращались какие-то там исследователи молодые. Ну, в общем, уже не звезда номер один, уже тут наступали ему молодые на пятки. Да, но худшее это ждало его впереди. Самым страшным ударом было то, что Нобель осмелился готовить свою собственную экспедицию на дирижабле, уже под названием «Италия», без Амундсена. Вот это было ударом. И он консультировался с Нансеном, с Отто Свердрупом, все его охотно консультировали, все ему рассказывали, а он все записывал, исследовал потом всем этим инструкциям. И, кстати, правильно очень сделал, это спасло жизнь ему и некоторым его соратникам. Он пригласил в свою экспедицию Франтишка Бегоунека, которого Амундсен не взял, не нашел ему места. А вот Нобеля нашел и, между прочим, взял его вместо папского, ну, представителя Папы Римского. Зато он взял 100-килограммовый дубовый крест католический, который надо было на полюсе сбросить. Ну, хотя бы отделался вот от папского посланника. Взял Бегоунека, пригласил Фина Мальмгрена тоже. Это шведский ученый, вам напоминаю, он тоже был в экспедиции на Норге, на дирижабле Норвегия. И тут он тоже согласился, а почему бы нет, второй раз не побывать на Северном полюсе. И тут уже и шведская пресса стала писать об этой подготовке. А уж что творилось в Италии, и представить невозможно. Нобель стал уже генералом после экспедиции с Амундсеном и вообще имел большой авторитет. Дали ему такой же точно дирижабль, и, в общем, все было готово. Взял он тех же самых механиков, которые были на Норге. Однако есть другая сторона медали, почему его отправили. У Нобеля, как нетрудно догадаться, было очень много врагов с его характером. И очень много недоброжелателей и завистников. И есть версия, что его отправили туда, чтобы просто от него избавиться, чтобы убрать его с арены, с политической арены в Риме, чтобы он там не занимал чужое место, не путался под ногами и не мешал другим серьезным людям. Отправили его на Северный полюс. Нобель позиционировал свою экспедицию, в отличие от экспедиции Амундсена, как настоящую научную. Ну, и правда, научным результатом экспедиции Амундсена было что-то совсем незначительное. Ну, опровергли существование Земли Крокера, если не ошибаюсь. Там в полярных водах было много таких земель, которых кто-то где-то видел, зафиксировал это, но потом при взгляде сверху обнаружилось, что нет, это были льды или мираж, но нет такой земли, так что все карты исправили. Ну и, в общем, это и все. И вот Нобель триумфально отправляется из того же Эллинга на Шпицбергене к Северному полюсу.
Через некоторое время приходит сообщение, что да, достигли Северного полюса, сбросили католический крест, итальянский флаг, выпили шампанского, все прекрасно. Об этом все он знает Амундсен. Вы можете себе представить, что он чувствует, что этот Нобель без него собрал экспедицию, добрался до Северного полюса, весь мир его приветствует, все рады, никто не вспоминает никакого Амундсена уже. То есть ему все удалось и без Амундсена. Я думаю, что ему было очень-очень досадно. Но жизнь идет своим чередом. Амундсен все-таки выполняет роль почетного полярника. И вот 26 мая он присутствовал на торжественном обеде в честь 2 американских летчиков, которые смогли от Аляски перелететь через Северный полюс и долететь до Норвегии. Звали их Уилкинс и Эйльсон. И это было уже не первое их чествование, они уже и дома у Амундсена побывали. И вот он сидит на этом приеме. И тут вдруг хозяина приема, который был одновременно и хозяином самой популярной норвежской газеты «Афтенпостен», зовут к телефону. Через некоторое время он возвращается с серьезным лицом и говорит: «Мне сообщили, что дирижабль «Италия» пропал. Вероятно, он потерпел крушение». Представьте, Амундсен это слышит. Потерпел крушение. В связи с этим министр обороны Норвегии спрашивает, может ли господин Амундсен сейчас прийти к нему на совещание по поводу спасательной операции. Что отвечает Амундсен? «Немедленно», отвечает он. И с этим чувством триумфа, я думаю, он отправился к министру обороны. Что он мог думать? Я же говорил, что он не сможет. И во-вторых, я возглавлю спасательную операцию. Я докажу всем, что никакой я не старый завистник, а что я благородный полярный исследователь. Это я так сочиняю за Амундсена. И вот на этой вдохновляющей ноте мы сегодня и закончим. А в следующий раз я расскажу, как вышло на самом деле. Разбудил вас сегодня рокот мотора аэроплана. Пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. А что? Где цитата? Ну ты потом вставишь, да, черно-белым? Тима, есть вещи, да, а теперь немного цитат. Я не могу своими словами это пересказать. Во-первых, я прочитаю, что сказал Амундсен. Это был разговор с Нобелем. Я, в конце концов, потерял последнее терпение при обнаруженном Нобеле ребячестве и полном отсутствии здравого смысла, когда он закончил свою речь напыщенной фразой: «Я отдал экспедиции свою жизнь, я нес всю ответственность за полет, мною овладела ярость. Этот глупый фантазер, этот влюбленный в военную форму итальянец, 6 месяцев тому назад столько же думавший об арктической экспедиции, сколько о том, чтобы сменить Муссолини на посту премьер-министра, стоял теперь передо мной и выкрикивал мне в лицо такую наглую ерунду, мне с моими 30 годами работы по исследованию полярных стран, и желал быть на равной ноге с нами во всем, что касалось выработки плана и осуществления трансполярного полета, да еще городил идиотскую чушь, будто он отдал всю жизнь экспедиции и нес за нее ответственность. Это было свыше моих сил». Сильно сказано, да? Знаете, вот Амундсен, он долго держался, и в прессе не говорил прямо, что он думает о Нобеле. И ему смелости придало публичное высказывание другого, весьма авторитетного полярника по имени Петер Фрёхен. Вы погуглите, кто это такой, и вы поймете, что о нем вообще стоит отдельный ролик снять. Так вот, Петер Фрёхен, он был датчанин. Слушай, расскажи все-таки, кто такой Петер Фрёхен. Петер Фрёхен – знаменитый полярник, антифашист. Больше ничего не расскажу. У него была жена, которая размером с протез, мне кажется. Это была маленькая еврейская красавица. Он был антифашист, и поэтому он расстался со своей предыдущей женой, которая была лояльна к фашистам. А, кстати, Фрёхена-то посадили, фашисты. Он каким-то чудом еще убежал, спасся и эмигрировал в Америку. И там уже в Америке, когда он был членом географического общества, он вот очень поддержал Тура Хейердала, который пришел туда чего-то просить для Контики, продовольствие всякое там. Вот, и Петер Фрёхен сказал: дорогой Тур Хейердал,
Я бы очень хотела отправиться с вами. Я, к сожалению, старый, и у меня всего одна нога. Поэтому только и не отправляюсь, а то бы навязался вам. Ну так вот, Петер Фрёхин. Цитата вот из этой прекрасной книжки. Вероятно, своего рода утешением могло послужить заявление датского полярного исследователя Петера Фрёхина, сделанное по случаю визита Нобеля в Копенгаген, куда тот приехал за советом к Кнуду Расмуссену, что у него нет никакой веры в квалификацию итальянца как ученого. Фрёхин прямо заявил, что считает Нобеля паяцем. Амундсен, вероятно, воспринял это как поощрение и сказал то, что он на самом деле думает в интервью такой-то газете. То есть серьезные ребята сразу раскусили Нобеля. А разбудил вас цитата человека, который сделал зубило из дома. Звук зубила, облет. Это мы оставим для той серии. Да, это класс просто. Так, ну кто же? Давай подумаем. Можно было поучиться у чувака, который воровал корабли и менял паруса вообще земли. Знаешь, это далеко не все молодым под силу, что типа, да-да-да, я исследую, обязательно исследую Баренцевый дыр. На Антарктиду. И ведь кому, ты понимаешь? Нансену и королю. Да, просто типа, парни все поймут. Да, и в Антарктиду. Так, сожрем собак и назад. А назад пешочком. Да, назад пешочком.